«Мама, а папа снова деньги брал!» Лариса кинулась к шкафу, нашла спрятанные среди вещей деньги, пересчитала. Так и есть, не хватает 200. Сумма вроде и небольшая, но ведь это она на дрова собирает. И Стас об этом прекрасно знает. Сам-то в копилочку ничего не кладет. Лариса собрала все деньги, свернула их и спрятала под коврик в детской комнате. «Давайте ужинать», — позвала она детей. Разлила всем по тарелкам суп, налила чай. Каждому положила по 2 печеньки. «Мам, а себе почему не кладешь?» — спросил Миша. Он смотрел на нее очень серьезно. «Ну, во-первых, я не люблю сладкое, а во-вторых, мне нужно следить за фигурой». Сын окинул ее взглядом. «Мама, но ты и так очень красивая». Она рассмеялась. «Ешьте уже». После ужина Лариса помыла посуду, а потом зашла в комнату к детям. Миша читал сказку Свете, а Иван что-то рисовал. «Даю вам 10 минут на то, чтобы закончить все свои дела. Потом отбой». Она всех поцеловала и вышла. Теперь нужно зашить Ванину куртку. Он с кем-то подрался в школе. А потом и самой ложиться можно. Лариса взяла иголку с ниткой. 10 лет назад она вышла замуж за Стаса. Тогда ей было 18. Ни ума, ни опыта. Стас был крутым, сорил деньгами направо и налево. Она, наивная дурочка, решила, что парень умеет эти деньги зарабатывать. Только после свадьбы она узнала, что Стас прогуливал деньги, вырученные за продажу квартиры, доставшейся ему от родителей. Лариса тогда очень удивилась. «А у тебя что, еще жилье есть?» «Зачем? У тебя же большая квартира». «Подожди, я не поняла. Ты продал свое единственное жилье, чтобы просто покидаться деньгами?» «Ой, Лар, не будь такой скучной. Один раз живем». Долгое время она думала, что причина все-таки в другом. Но не может нормальный человек так поступить. Оказалось, может. Когда родились Мишка и Ваня, Стас даже на работу на какое-то время устроился. Правда, хватило его ненадолго. Мальчишкам не исполнилось и 2 лет, как он снова вернулся к поискам работы. Нигде его не ценили так, как он этого хотел. Потом появилась Светочка. Лариса всегда мечтала о том, что у нее будет много детей. Но после рождения дочки поняла, если сейчас что-то не предпринять, они просто умрут с голода. Вот и пришло решение – квартиру сдать, а самим переехать в деревню. Здесь уже лет 5 стоял пустым дом, который ей достался от тетки. Стас это предложение жены воспринял в штыки. «Ну уж нет. Хочется тебе? Пожалуйста, едь. Мне и в городе хорошо». Лариса не на шутку разозлилась. «Можешь оставаться, но только не в этой квартире. Сюда завтра заезжают жильцы». «Ты с ума сошла? Как это заезжают жильцы? А ты меня спросила?» «А я должна спрашивать? Это же моя квартира». И Стас, сопя носом, все же поехал в деревню. Полгода он пытался найти работу. Село здесь большое. Есть и фермерское хозяйство, и пилорама. Работать можно. Только вот ему все не то. Зато за девками ухлёстывать – это он всегда пожалуйста. Марина, коллега и уже подруга Ларисы, часто говорила ей, что Стас погуливает. Лариса отмахивалась. «Пусть, может, осчастливит меня и уйдет к молодой». Марина только головой качала. «С ума сошла баба! Кому ты нужна с 3 ребятишками?» Но Лариса понимала, что без Стаса им будет легче. От воспоминаний ее оторвал звук хлопнувшей двери. На пороге возник муж с собственной персоной. Молча стащил с себя пуховик, сел за стол. Лариса продолжала шить. «Я не понял. Мужик домой пришел. Ты кормить меня собираешься?» Она отложила шитье и повернулась к нему. «Стас, ты зачем деньги взял?» «А, уже настучали? Тоже мне деньги.
Мужики позвали пивка попить. А я что, на халяву идти должен? Так ты заработай, и семью поддержишь, и у самого будет. Начинается. Почему я не могу спокойно прийти домой, поужинать и лечь спать? Можешь. Только на ужин сегодня то, что ты сам купил. Мне нужно дрова покупать. И куртка вон у Ваньки порвалась. Стас смотрел на нее с удивлением. Я сейчас не понял. Мне что, голодным спать идти? Лариса пожала плечами и отвернулась. Стас какое-то время сидел, потом вскочил, оделся и со словами «ты еще пожалеешь» скрылся в ночи. Лариса вздохнула. 10 лет прошло, а для Стаса их как будто и не было. Все такой же красивый, молодой. Она посмотрела на свои руки. Ногти короткие, кожа грубая. Так попробуй на морозе в воде пополоскаться. Лариса, как приехала, сразу узнала, где сколько платят. Получалось, что больше всего дояркам. Она в жизни близко не подходила к коровам. Но тут было не до выбора. Она всему научилась. Только вот то, что было самым любимым делом ее жизни, забросила. Она встала, прошла за печку, достала оттуда мольберт. С холста на нее смотрели ее дети. Надо бы закончить работу. Она вздохнула, снова накрыла холст простыней и пошла спать. На следующий день, вернувшись домой, Лариса застала интересную картину. Посреди комнаты стояли 2 больших чемодана. На диване смирно сидели дети, а на стуле Стас. Когда она вошла, он встал. «Ну что, доигралась? Теперь будешь локти кусать. Да поздно. Детей без отца оставила, а все из-за твоего поганого характера». Лариса вдруг так хорошо себя почувствовала. Она улыбнулась и спросила: «Неужто нашлась дурочка дурнее меня?» Стас даже покраснел от гнева. Он схватил чемоданы и рванул к выходу. Правда, на пороге зацепился. Там давно уже доска отходила. Сколько раз она ему об этом говорила, да все без толку. В общем, эффектно уйти у него не получилось. Растянулся. Да так смачно, что Ларисе его даже жалко стало. Вскочил быстро. Дверью хлопнул так, что стекла задрожали. Света подошла к матери. «Мама, а папа больше не придет?» «Наверное, нет, моя хорошая». Девочка задумалась, а потом спросила: «И никто не будет съедать мои конфеты?» Теперь никто не будет. Лариса чувствовала себя так, как будто это она, а не Стас, ела конфеты Светочки. На следующий день она узнала, что Стас уехал из деревни. Ну и ладно, воздух чище будет. Непонятно, конечно, к кому он там в городе податься, но это уже не ее дело. Прошла неделя. Лариса начинала переживать. Что-то ее квартиросъемщики денег не шлют. 2 дня уже опоздание. А главное, трубку не берут. Надо бы в город съездить, выходной попросить. Она как раз просматривала свой рабочий график, когда Миша сказал: «Мам, смотри, сломался кто-то. Прямо около нас». Лариса выглянула в дырочку на замерзшем окне, которую оттаял Миша. Рядом с их домом на обочине стояла машина, а вокруг нее бегал мужчина. Ну еще бы не бегать, мороз уж за 30-ку перевалил. «Замерзнет же. Что у него, машина не заводится?» «Не-а, мам, не заводится. Я за ним уже полчаса наблюдаю. Может, позовем, хоть чаю нальем?» «Конечно, сынок, ты беги, зови, а я чайник поставлю». Через 2 минуты Миша вошел в дом с молодым мужчиной, лет 35, может быть, чуть больше. Тот синими от холода губами прошептал: «Спасибо вам. Я только отогреюсь немного и уйду. Меня Максимом зовут». «Проходите, чай вам налью, а то вон даже говорить не можете. Я Лариса». Пока Максим пил чай, дети, усевшись на диване, внимательно за ним наблюдали. Он смущенно спросил: «Вы такая молодая, это все ваши?»
Моей, конечно. Везет вам. А я всегда о большой семье мечтал. И чтобы детей было 5, как у моего деда. И что, не получилось? Максим качнул головой. Жена была против детей. Развелся. А вот дальше как-то не сложилось. Он уже допивал чай, когда у него зазвонил телефон. «Да», — ответил он. «Да вы что, издеваетесь? А мне что прикажете делать?» Он положил трубку. Лариса спросила. «Что-то случилось?» «Эвакуатор должен был прийти, а позвонили, сказали, что метель, поэтому до утра не поедут». «Не расстраивайтесь, я вам на диване постелю, а утром поедете». «Неудобно как-то. А муж ваш что скажет?» «А муж ничего не скажет, потому как сбежал». Максим удивился так, что даже рот приоткрыл. «От вас? То есть я хотел сказать, что 3 детей оставил?» «Ну вот так. Да мы не расстраиваемся, нам и без него хорошо». Утром Максим проснулся от того, что кто-то копошился рядом с ним. Он чуть-чуть приоткрыл глаза. Девочка, Света ее зовут. Он вчера со всеми перезнакомился. Осторожно подсовывала ему под подушку конфету. Максим чуть не расплакался. Он представлял, что значат конфеты в семье, где 3 детей и 1 мама. Провожали его всей семьей. Он смотрел на Ларису и был уверен, что найдет повод, чтобы вернуться сюда. Тем более, что до места, куда он ехал, Максим так и не добрался. Через 2 дня у калитки остановилась знакомая машина. Миша, как обычно, увидел все первым. «Дядя Максим приехал». Миша радовался не просто так, ведь в прошлый раз, пока мама не видела, они с дядей Максимом договорились, что тот привезет ему свою старую игровую приставку, и теперь мальчик летел к нему навстречу. Максим привез не только приставку, но и 2 пакета подарков. Войдя в дом, он немного растерялся. Лариса была не одна. У нее была женщина, которая с интересом посмотрела на Максима. Причем Лариса была уже одета, и было видно, что не на работу. «Максим, простите, не могу вас чаем напоить. Марина вот займется, а то я на автобус опоздаю». «Вы в город?» «Да». «Тогда чай отменяется. Я вас подвезу». Марина тихонько толкнула в бок растерявшуюся подругу. По дороге Лариса как-то незаметно рассказала Максиму причину своей поездки в город. Он сказал: «Я с вами пойду, мало ли что там, а так хоть поддержка». «Ой, спасибо вам большое. Я, конечно, не думаю, люди они приличные, но все-таки...» «Лариса, давайте на «ты». Женщина рассмеялась. «А давайте. Кстати, вы не рассказали, что делали в наших краях. Вы не поверите. У меня с дядей мастерская по изготовлению мебели. Небольшая, но довольно известная в нашем городе. Мы все делаем только из натурального дерева. А я ехал посмотреть участок, который нам предложили купить. Вернее, дядя умудрился его купить не глядя». Они подъехали к дому Ларисы. Поднялись, она вставила ключ в замок, дверь открылась. Лариса и сама не поняла, почему не стала звонить. Просто вошла. Вошла и все поняла. Посреди прихожей валялись ботинки Стаса. Чуть дальше женские туфли. А сам Стас, завернутый в полотенце, двигался в сторону комнаты с бутылкой шампанского в руке. «Лариса, ты откуда?» Он чуть не уронил бутылку. «Я откуда? Где жильцы? И что ты делаешь в моей квартире?» «Жильцы где? Съехали, конечно. Мне же надо где-то жить. А моя квартира тут при чем?» «Вообще-то, она и моя тоже». «Это еще с какого перепуга?» «Я все-таки жил с тобой 10 лет. И что, у меня даже угла своего нет?» «Ты не поверишь, но нет». Лариса прошла в комнату. Навстречу ей с кровати вскочила молодая женщина. «Стасик, это кто?» Лариса подала ей платье. «Убирайтесь из моей квартиры».
И Стасика прихватите». «Что? Это квартира Стасика». «Стасик, Стасик, ты так меня обманул, а я-то дура, шампанское тебе покупаю». Женщина быстро оделась и выскочила из квартиры, а Стас уселся на диван. «Я никуда не пойду. А ты, если хотела меня вернуть, нужно было что-то поинтереснее придумать. Ты что, думаешь, я не понимаю, что приехала умолять меня вернуться? Кстати, кто это с тобой?» Стас строго посмотрел на Максима. Тот улыбнулся. «Служба охраны. У тебя, мужик, 5 минут на сборы, а потом я вспомню, что не зря учился боксу на протяжении 15 лет». Лариса вышла на кухню. Наверное, некрасиво пользоваться помощью Максима, но ей самой ничего не сделать со Стасом. Не драться же. Вскоре хлопнула дверь. На кухню вошел Максим, разговаривая по телефону. Он продиктовал адрес Ларисы. «Нужно немножко подождать. Сейчас приедут, замки сменят». «Спасибо вам, Максим. Я не знаю, что бы я без вас делала. Мне вас сама судьба послала». «Лариса, мы же договорились на «ты». «Извини, забыла». После этих слов Максим так на нее посмотрел, что Лариса смутилась, даже покраснела. Прошло 3 года. Марина и Лариса пили чай. Марина осматривалась. «Ну, подруга, повезло. Такие хоромы муж отгрохал». «Это да, Максим все ради нас делает». «Это же прекрасно». Марина обернулась, посмотрела на портрет детей, который Лариса давно уже дописала. «Слушай, а ты можешь, меня тоже нарисовать?» «Марина, ну, конечно, могу. У меня теперь много свободного времени. Буду пить, есть и рисовать». Марина удивленно посмотрела на Ларису. «Ты что, это?» «Да. Не знаю, как сказать Максиму. 2 месяца уже». Она и не видела, что муж минуту назад вошел в комнату и все слышал. Только почувствовала, как сильные руки выхватили ее из кресла и закружили по дому. «Я хочу мальчика. И девочку тоже. У нас наконец-то будет большая семья». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.